Где-то в далеком будущем. Далекое будущее. По ленте Мебиуса, глава 10. Ох. Голова, что случилось? Как долго я был в отключке? Я только помню, что я использовал машину времени. Порой от нее кружится голова, но такого раньше не было. О нет, моя машина времени, она сломалась. Какого хрена? А где моя нет, моя машина времени разлетелась на куски. И ее уже не собрать, от нее остались только обожженные куски да тлеющие угольки. Придется запускать ту большую машину времени, она мой единственный путь домой. А мы ж кислотой полили панельку. Лет 40 назад, или сколько там. Раньше было 40, теперь... Так, ну это как бы... Ага. Эта машина видала лучшие годы. Очень-очень похоже на то. Так, ну здесь идет, кстати, кабель. Это может значить, что кто-то ее все-таки заставил работать с какой-то, наверное, другой панели. Ох, кто-то сыт с верхнего этажа. Так, дизель-генератор и темнота. Не достать, да и я не вижу переключатель. Так, думаю, надо запустить его, и тогда загорится свет. Похоже на электрогенератор. Так, не кисло так льется. А, это мы, кстати, здесь по колено-то в водичке. Холодная. Ну, вставай тогда. А мне что не... освежает. Я уже думал не выйти отсюда. Так, есть вода, есть генератор, есть какая-то лампа, которую надо зажечь. Ого! Не, мы, походу, это не 40 лет. Путь преграждает завал, а кабель идет дальше. Так, может, стекло можно выбить? Нихера себе, здесь лифт был. Вот это мы, конечно, себе... И еще машина времени, да? И еще машина времени. Сферическая машина. И еще генератор. Ага, пыльная поверхность. Ой. Не могу понять, как это работает. Кнопку зеленую нажми. Дурень. Так, ну здесь кто-то... Ну его что-то похоронил. Значит, как минимум кто-то еще есть. Так, давайте, может, протереть можно? Я не знаю, что это такое. Похоже на очень неудобный кухонный стол. На нем написано Берман Солар. Ну, Солар это явно что-то с солнцем. Так, лопату хватаем. Ржавая лопата, ржавая нападет. Ну что, выроем себе друга? Нет? А, нельзя. Так, ну тогда в пещерку. Главное, чтобы не нас там похоронили. Что мне такое подсказывает? Ага, не слишком расстраиваюсь из-за этой стали. Но тут я точно не пора. Так, может, лопаткой? Недостаточно острая у меня на этой неделе уйдет. Так, есть корни, есть солнечная панель. Очень грязная, но все еще надо попрыскивать. То тут, то там. Если ее протереть и дизель не запустит, можно попробовать лопатой. Я поскреб грязь лопатой, но я не хочу ничего сломать. Да и как я узнаю, что это такое-то? А, вот это. Ух ты, еще одна машина времени, а она совсем другая, если не считать тот факт, что она уже на куски разваливается. Должно быть, она такие целую вечность. Может, ее можно подковырнуть и туда куда-то. Нет. Так, ну кто-то здесь есть. Здесь определенно кто-то... А, мы можем завал раскопать. Давай. Теперь чисто можно зайти. Оу. Ты кто такой? Противогаз. О боже. Человек в химзащите. На нем тоже костюм, что я видел на фотографиях в лаборатории. Ну, то есть это хер из прошлого. А мы что-то взяли? А, нет, пусто. Так.
Аптечку выпрошили подчистую. Только тряпки забирай. Отлично. Думаю, я найду этой тряпки применение. Ну, покойся с миром. Должен быть один из временных пилотов, которых остался доктор Ламберт. Этот уже не вернется назад. Но мы же можем его затащить в машину времени. Зачем, правда? Так, думаю, это один из криоконтейнеров. Но такое чувство, что мы на многие сотни лет в будущем. Какой сейчас год? Ну, очень интересно, конечно, какой... шпиц какой-то. Ну, он явно все использовал. Так. Здесь криоконтейнер. Почти древние ископаемые. Да, это определенно сотни лет впереди. От базы уже этой, от Архонта почти ничего не осталось. А здесь вообще ничего не осталось. Так, тряпочкой, я думаю, мы должны протереть панельку. И тогда получим солнечный свет. Точнее, электрику. Толку мало, все еще горят. Что, еще раз? Ну, давай, третий раз. Намочить. Я думаю, надо намочить водой. Вода льется там в комнате. Вот здесь. Мокренькая это лучше отмывать. Давай водичку. Есть. Тряпка мокрая. Вот теперь мы быстренько. Давай, Джо, тебя этому всю жизнь готовили. Ты уборщик от Бога. Ты справишься. Давай, родненький. Вот для чего был создан. Спасать мир и протирать панели. Так, теперь чисто. Стойте, что происходит? Понял. Это большая солнечная батарея. Прям как моя машина времени. Ты гений, Джо. Можно включить. Уже работает. Работает. Погнали назад. Гоняют нас назад. И там еще один. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот мы и заразились, судя по всему. Печально, но вполне ожидаемо. Если все остальные заражались, то почему не должны были заразиться и мы? Ух ты, господи. Боже, что это? Человек в стене. Придурок, что ты там делаешь? Что за хрень? Он... Как такое возможно? Стойте, у него что-то в рюкзаке. Мачете. Тупое мачете. Реально, как он туда залез? Может, его можно оттуда подковырнуть? Оно не помогло ему при жизни. Уверен, он не будет в обиде. Не успел прочитать. Так, ну пошлите попробуем. Меня смущает надпись «тупое». Может быть, оно и не разрубит. Но, тем не менее, это мачете. Если не разрубит, будем пытаться что-то заточить. Стоп. А что он остановился? Давай, Джо. Им даже бумагу не разрезать. Если хочу прорубить корни, нужно его заточить. Да, чего я и боялся. Я не знаю, что может, с вот этим можно взаимодействовать, но вряд ли. Довольно толстый, я скорее сломаю мачете. Что еще есть? Что еще есть? Давайте пойдем подряд в этой комнате. Вот каменюка, здесь каменюка, вот это вот камень. Цементный блок, поверхность немного шершавая на ощупь, то, что надо. Все, гляньте, мачете теперь довольно острая. Камень сделал свое дело. Камень может уходить. Да и мы не будем задерживаться. Погнали. Так, ты что-ка дотяни до финала, я надеюсь, тут по времени не ограничено, мы не сдохнем. Мы же должны спасти мир. Ну и себя попробовать в какой-то степени спасти. Давай. Есть. Мачете сломалась. Должно быть, она проржавела насквозь. Ну ладно, я хотя бы расчистил дорогу.
Ах, вот ты где, Фрэнк. Ты шо жжешь? Падла ты усатая. Frank? Joe! Oh. Please. Need Сход здесь сидит, если кот корнями зарос. What are you... Please. I'll get you some water. Hang in there. Ты же сдохнешь, пока я вернусь. Так, давай. Не, стой, я... Подожди, попробуй поговорить с ним. Вряд ли он что-то скажет, конечно. Очень плохо, лучше найти ему воды и побыстрее. От жара костра и влажности воздуха немного трудно дышать. Так, ну, опять-таки ожидаемо, если уборщик кроется в документах, а потом часть документов исчезает, то это не простой уборщик. Или просто не уборщик. Тут уже, ребят, как хотите. Так, водичка у нас здесь. Ну, не Банаква, конечно, но думаю, он не расстроится. Джо, он же вроде твой друг. Можно было бы и притопить немного. Вот так вот. Вот это вот интересно, кто такой. Может, мы? Или он? Тут машина времени, тут все может быть. Выжил, я думал, не дотянет. Here you go, Frank. Oh. Thank you. I don't understand. What are you doing here? Where are we? I'm not sure. I had no time. Pushed it as far as it'd go. But from what I've been reading, everything gets imprecise the farther you travel. Even your physical location can get messed up. Nobody's been this far. We could be hundreds, maybe thousands of years in the future for all I know. I don't get it. So, you're a time pilot now? Do I really need to spell it out for you, Joe? I stole it. What? You stole the time machine, but why? Look, I've got no reason to tell you, but I guess it doesn't matter. You're the last person I'll be sharing anything with anyway. The truth is, I'm a Soviet agent. Вот это поворот. Cut it out, Frank. I'm not falling for that one again. I'm not joking. Frank, you're just sick, confused. Come on, you can't be. Where's your Russian accent? Joe, I'm an undercover agent deployed by the Kremlin. My job is to fit in. How far do you think I'd get if I went around calling everyone comrade? Он еще никогда не был так близок к провалу. Оу. My real name is Yuri Barishev. I came to America in my early 20s. I went to school here, worked here, spent nearly 10 years building the foundation of an ordinary life. But the truth is that my life is far from ordinary. I am a spy. I was planted by the Soviet Foreign Intelligence Agency to gather intel on advanced U.S. military research programs. And I started getting my first missions in the mid-60s. At the time, I thought I had built a promising portfolio of leads, but as I started to pursue them, most of them turned out to be worthless. By 1968, I had run out of goodwill with my handlers at the Kremlin. I was a disgrace, and headed for extraction. Что-то не сходится по датам. На английском он вроде сказал, что прибыл в свои 20-е, то есть в свои 20 лет. Desperate for something, anything to report. I came across a Canadian company moving large shipments of iridium, osmium, rare metals not typically used in mainstream manufacturing. The buyer turned out to be a government shell, rerouting the materials to unofficial contractors, one of which turned out to be Archon. Having convinced my superiors that I was onto something,
I got a job as a janitor, but I didn't dig up much until you showed up. You were a great distraction, giving me plenty of chances to access off-limits areas. And for a while, I was able to scrounge together enough intel to keep the Kremlin happy. My hunch was correct, but I didn't have the full picture. Not yet. The metals were being used to build something unusual, all right. But I just couldn't piece it together. What I found made no sense. Time travel, doomsday scenarios. It read like bad science fiction. For a while, I thought they were onto me, feeding me bogus information. But as time went on, with security tightening around the labs and no one confronting me, I began to suspect that my intel was legit. But time was running out, with Brezhnev and your President Nixon set to negotiate the nuclear disarmament treaty in a few weeks. My superiors were demanding results. My job on the line, I got desperate and careless. And this morning, I got caught. I was tailing an engineer into an off-limits lab when I bumped into Barney from security. Ironically, management chalked up my trespassing to cluelessness and settled for just firing me. Knowing I wouldn't get another chance, I stole a security badge and snuck back in. I just found the time machine operator's manual when you showed up out of nowhere and nearly screwed it all up. Then it clicked. Not only could I steal the technology, it was the perfect getaway, too. Using the manual, I set the destination as high as it would allow. I figured if I could just get far away, I'd have plenty of time to figure out how to get it back to the motherland. But, well, I guess you know the rest. Listen, Joe, I'm really sick, and I'm not making it back. But you still can. The time machine has a timer, like a toaster. It's designed to return home unless the timer's reset. I removed the main power supply fuse to keep it from taking off without me. Here, take it. I have no idea how you got here, and I guess it doesn't matter. Still, despite my mission, double life, and the deceit, your friendship was always genuine. You're an honest guy, Joe. And I've really enjoyed your company. No, please, leave me. The pain's coming back. Oh, it hurts to talk. Need. Ох, мы видели фотки. По крайней мере, Джо видел фотографии. Там и описание хватило, все очень плохо. Он без сознания. Я знаю, что не смогу его нести, но от одной мысли оставить его здесь уже не по себе. Ужасно оставлять его здесь, если бы я только мог что-нибудь для него сделать. Побыть с ним больно видеть его в таком состоянии. Он без сознания. Я не знаю, что... Да. Вот, но что меня начинает сейчас пугать, так это то, что я почти уверен, что вот тот нулевой пациент, который всех заразил, это мы. Остальные-то были в костюмчиках. А, нет, хотя остальных тоже крутило. Крутило, но вот из такой даты еще он говорил, что единственный, кто побывал так далеко. Значит, можно предположить, что... Да. Можно предположить, что мы единственные, кто здесь побывал, то мы единственные, кто вернется. Ух ты, еще одна машина времени, она совсем... А, да, случайно. Ранняя модель. Там на горизонте еще одна. Блин, я не знаю. Можно как-то это изменить? Может остаться здесь?
вообще никуда не уходить. Человек в стене. Так, ну... Давайте предохранитель. Так, я вставил предохранитель, надеюсь, она еще на ходу. Резину проверил. Пары протер. Ох, сломанная машина. Ух, что случилось? Меня снова вырубило. Машина времени, что с ней такое? А все нормально, просто кондиционер работает. Че ты паришься, Джо? Мертвый охранник. На его поясе висит ключ. Даже 2. Так, что еще скажешь? Ладно, ничего. Это что такое? Мама дорогая, машина времени приземлилась прямиком в стену. Я чудом остался жив. Это что? Сломанная карантин. Сломанная часть машины. Так, лонтаун. Инициирована блокировка. Обнаружен организм иностранный, чужеродный, чужеземный. Короче, дверь закрыта, мне выбраться, что происходит. Это все тело парализует. Ну это же знак, что нам не надо отсюда вылазить. Хрупкая стена. Ага, после приземления осталась. Стена сломилась. Так, ну, 2 варианта. Попробуем ключи, думаю, бесполезно, но попробуем. Никак, только снаружи. Вот эта штука, думаю. Не встрою взрыв. Стойте, дверь, боже, как же выбраться? Ну, тогда стена. Но я бы хотел найти путь не выходить. Вот это вот как бы подтверждает все догадки. Что выбираться нам отсюда нельзя. А может мы можем заморозиться и нас когда-нибудь да спасут? No, it can't be. The foreign organism. It's me. Ну хоть это ты допер, Джо. Brought back the disease. I'm the one who spreads it. Прошлое, это же настоящее для Джо. It was me. All along. I must have brought it back with me. Oh God. Держи в себе, это наша камера. Вот уверен, наша камера. I can't deal with this. What do I do? Так, понятно, ну давай побегаем, еще посмотрим. Позаражаем кого-то. Может здесь варианты возможно. На яблочко покашляй. Я посадил яблочный огрызок. Теперь мне это ни к чему. Так, сканера у нас нет. Ничего не происходит. Лаборатория заблокирована. Здесь тоже ничего не произойдет. Так, стоп. Может ящики я могу открыть? Может я могу открыть ящики? Ну ключи же чего-то. Хотя вряд ли, чтобы у охранника были ключи от ящиков. Кажется, скоро руки и ноги отнимутся. Консоль. Теперь я смогу использовать консоль. Пора совсем идти покончить, пока не пришла охрана, и я всех не заразил. Заражаюсь и распространяю тот самый вирус, потому доктор Ламберт находит еще не зараженного меня и просит остановить заражение, но я заражаюсь, и сколько раз я уже делал все это. Наверное, мне не выйти, да? Нет карты, дальше не пройти. Ну, инструкция к консоли. Отключаю компрессионный замок. Так, думаю, я открыл. Кто же нас, наверное, выпустит? Нам не в консоль надо, нам надо... Даже не знаю, что сделать. Самоубийца, но и ей, наверное, не поможет.
Прощай, Джо. Ты был не самым умным. Но мы породнились с тобой. Серьезно. Эх. Какой-то грустный конец. Честно говоря. Что, нас откачали? Где я? Моя голова. Что на мне за одежда? Обородились. Монитор ЭКГ. Так, вижу следы Морфеуса, он тут явно был. Монитор, посмотрим. Бумажная лента с неровными линиями. Да, Джо, время меняется, а ты нет. Коробка ручек, все тело ноет. Нам надо достать ручки. И написать, что мы как бы больны. Похоже на тесты на полиграфе, которые показывают в сериалах про полицейских. Давай дверь. А, нет, подожди, шкаф. Икеа. Звучит по-японски, хотя бы я на земле. Звучит по-японски. Ручки нет. Немного... Не думаю, что... Ну так, недостаточно сил, чтобы ее выбить. Все тело ноет. Может, шкаф как-то... А бумажку просунуть под... А, ну так, коробка с ручками. Все тело ноет. Что, не допрыгнет? О, веревка. Вот такого я еще не видел, чтобы дверь веревка открывалась. Ладно. Что за место? Я только помню, как тонул. Я был в контейнере, он наполнился чем-то. Я очень болен. Нужно найти, предупредить начальство. Ну, партейку в косыночку-то раскинем, или что там, паука. Какой-то терминал, но я таких раньше не видел. А, кстати, да, я немного забылся. Это ж как бы явно не 70-х годов мониторчик. Да и блок системный. Я ни за что не угадаю верную комбинацию. Здесь не заперто, и здесь сразу, чтобы знать. И здесь не заперто. Ну, давайте по порядку. Эй! Тебя можно подходить? Взволнованный мужчина. Ты с контейнера, может, тоже? Okay. Personal space. Так, понятно. Сюда не подойти. Но я его лучше закрыл. Думаю, вряд ли получится закрыть. Ох ты, какой ты! Новый мировой порядок. Король, дом грядет. Дом, может, Дум имелось в виду. Симпсон Хилл. Рейтинг, но судьба неизвестна, что ли. 70-й Ламберт покидает Архонт. Все короли, кони и все короли люди. Судьба 9999. К нему я тоже как-то не очень хочу приближаться. Ламберт найден мертвым. Уборщик арестован. Неизвестный 72-й неизвестный человек похищает Марк 4. Это ж Билл из Gravity Falls. Так, мол... Ну, не все понятно, что случилось с Алберсом. Архон, Шарон, Фараусия. Все вы зомби. Ну... Со здоровьем психическим явно что-то не в порядке у друга. 13, кстати. No way to escape it. No way out. No way out. No way out. Ну, негра точно в ее камере не было. Sorry. What? End of days. Scourge and sickness.
cleansing of the earth. The overlords conspired against us, tricked us, made us bring the poison back into the nest, like good little ants. Who did? Too late. What's done is done. No backseas, but we must try. Do you hear me? Sure. The key to salvation. I've seen it, felt its color, know its shape. They don't know that I know. Oh, no. But I know. I know. Write it. Write it, write it, write it! Before it disappears. Write it down before it disappears. Took away my tools. I'll forget without my tools. Your tools? Pens, paper. They're erasing the slate, forcing me to forget. Trying to break my resolve. Да, чувак, у чувака шарики за ролики заехали конкретно. Repeat of the time, repeat. Но что-то он знает. Oh, they fear me. Cower at the sight of scientific rigor. They know I'm close, so they take away my tools. But I'll show them. The blinding light of the scientific method casts no shadows. Кресло. Какая-то странная штуковина застряла под пуфиком. Похоже на те клевые космические пульты управления телевизором в фильме «Зенит». Только это, кажется, прилетело прямиком из космоса. Очень даже может быть. Так, что у нас здесь? Лампа. Настольная лампа, но она стоит на полу. Похоже, этот парень не в себе. Ясен пень. Он поставил лампу на пол. Как он мог? Такие красивые обои поклеил и лампу на пол поставил. Сумасшедший он именно потому, что он лампу на пол поставил. А обои выбрал шикарные. Или это handmade, папоротник. Этому месту не помешало бы немного зацвести. Нет, ужасная штука, нужно работать над этим. Что я только что прочитал? Так, ну с пультом тут как ни на ясное. Сейчас мы вот этому дядьке включим мультики. Свинку Пеппу и он... А, ну выключим наоборот. И все. Парень, да... По крайней мере, от шума избавился. Это он здесь вот это вот стоял и... Это выше... Ой, камера. Это просто выше моего понимания. Че он сразу-то не ушел? Раньше не видел таких телевизоров, но хоть догадался, что это телевизор. Сейчас пасьянс разложит. Вот, блин, да? Не разложит. Человек без рубашки. Так, давайте теперь костылем мы, наверное, сможем подтянуть вот эти вот маркеры, да? Ну, одну я достал. Так. Хватай. У меня есть ручка. А, стоп, а может, кстати, кодовый замок, там было много. Здесь было 999. Сложный, конечно, пин-код, но кто-то же мог догадаться такой поставить. Так, на тебе бумажку. Need paper to reproduce the key. Need the paper. Gotta have paper. Ну, я же бумагу тебе отдал. Теперь вот на тебе вот это вот. Mightier than the sword. The pen, the pen, the pen. Угу. И что ты родил? The key. Keep it close. Keep it safe. Bring help. Don't get caught. Save the kingdom, get the girl. Save the kingdom, get the girl. Save the kingdom, get the girl. Почти Bioshock Infinity, только там было Bring the girl. White up the dead. Приведи девушку и смой долги. Да ну. Эх, Джо. Сработало. Думаю, Алексей все же не настолько сумасшедший. То, что он знает 4 цифры, не делает его психически здоровым. Рейд. А за что нас сюда посадили? Так, еще один странный плоский экран.
Тесты Роршака. И тетка, не обращающая на нас Miss, внимания. nurse, Oh, hi there. Goodness, you startled me. You could have just knocked. And it's Doctor, actually, Dr. Emma Brown. I'm a little embarrassed to say, but we don't have any files on you, so I don't even know your name. It's Joe, ma'am. Oh, call me Emma. We're not so formal here. It's nice to meet you, Joe. Это I'm психушка. sorry, Dr. Brown. I don't know how to say this, but everyone here is in serious danger. I'm very sick, and it's very important you call the authorities and... Whoa, whoa, whoa. Take it easy. Deep breaths. There's nothing to be afraid of. Тетка, How do you ты feel? заражаешься, скорее всего. Okay, I guess. A little sore. See, you're fine. And the soreness is to be expected. You've undergone muscle therapy. You've been asleep for at least 3 decades, after all. Maybe even more. А почему What? конкретно цифру не знаю? Where am I? What year is this? Easy, Joe. I know it's a lot to take in. It'd be a shock to anyone's system. Haven't been under for as long as you have. It's Не тупи, 2012, женщина, and this давай is the быстрее. psychiatric ward at St. Genevieve's Hospital. You were brought out of hibernation 5 weeks ago. Like the others, you were placed in an artificial coma for regenerative muscle therapy and brought here for evaluation and rehab after everything checked out. Oh, God. The tubes. You have to listen to me, Doctor. I'm dangerously sick. I was carrying something when I got in. Oh, that? Well, that's true. You did all have some kind of flu. Actually, the resident physician did find it peculiar how you had all contracted a type of avian flu that only first appeared in the late 90s, and a new strain at that. Хе-хе. In any case, Great. the pathogen was largely dormant due to the extended hibernation. We run very thorough medical checks on all our cryo clients, so we gave you all a shot of our regular cocktail. Cleared it right up before you even came to. Прививку So при it's болезни. gone? Я не медик, но But меня это Archon- смущает. Yes, I'm afraid I don't know much about all of that. All I know is that the company that froze you went bankrupt back in the early 70s. A victim of industrial sabotage, I think. Anywho, the remaining assets were sold off, and the Cryoform company bought the cryogenics technology. As per ethical requirements, that included all of you who were frozen there. We've been helping rehabilitate Cryoform's clients for the past 5 years or so. Mostly folks suffering from previously incurable terminal illnesses and heavy wallets. You didn't hear that from me, Unfortunately, cryogenics was a little experimental when you went under. So, while the company's been freezing and reviving clients for quite some time, you had to stay confined to the original equipment. Apparently, a lot of Archon's original documentation was destroyed in a fire, so Cryoform had practically no information on any of you. That's another reason it took so long to figure out how to revive you. Sadly, the others haven't been quite as coherent. They share certain delusions, end of the world, that sort of thing. An unfortunate side effect of cryogenics' primitive state at the time, I suspect. You, however, seemed just fine. Apart from the shock, I mean. So, И еще бы, блин, So шок. I'm Вы not гоните. sick? 30 лет замороженный sure? был. Yes, Joe, quite sure. In fact, I see no reason to keep you here. We have an excellent rehabilitation team who'll get you settled into your new life in no time. Just come see me when you're ready to go. Мы еще осмотримся. Нет, здесь стой, он же может куда-то выйти и все, и гейм-овер. Давай посмотрим здесь, может мы сможем этих в чувство привести. Человек без рубашки. Он успокоился, но все еще не нуждается в собеседнике, лучше его не трогать. Какой-то терминал. Не, ну здесь ничего. Может, этому скажем, что мы код использовали. They gave us the fire of the gods, then watched us burn. They're baneful. We're nothing to them. Don't trust them. You hear?
Never forget, never forget, never forget. Keep it in mind. Useless without my tools. Ладно, друг. Смотри на лампу, просто смотри на лампу. А, папоротник, что можно делать можно? Ничего. Ладно. Погнали. Попробуем в дверь, если нет, то потом к тетке. Ну, Фрейд как бы настораживает. Сказал поговорить с ней перед тем, как уйти. Ну, давай. Поговори. So, are we all ready to go? I guess. Oh, don't worry. The rehab team's eager to help get you settled in. I know it may feel a little overwhelming now, but trust me, you'll love it in 2012. Endless opportunities. A whole new lease on life. Уборщик хоть еще есть? Speaking of, I happened to catch you on the surveillance monitors a little while ago, and you seem to show excellent problem-solving skills. You like puzzles, Joe? Perfect. I'll be sure to mention it to the career coaches. They'll find just the right thing for you. С камер каких? Прошлых или теперешних? Наверное, теперешних. Там же была камера. И жили долго и счастливо, да? Хипстеры, да. Хе-хе. Мухаммед Али, Фокси Браун, Джон Траволта. Это что, музей восковых? В колл-центр устроились? Мы же загадки решаем. Летсплеером надо быть. И загадки решать. Черт. Блин. Может, меня тоже заморозили? Ну, как-то похолодало сразу. Конец. Вот так вот. Все? Ребят, спасибо всем за просмотры. Оставайтесь со мной, подписывайтесь, кому понравилось, ставьте лайки, дизлайки, в общем, все, что считаете нужным, пишите в комментариях, что об этом всем думаете. Вот. И особенно пишите про звук, мне очень интересно, какой все-таки, насколько у меня ложовый микрофон. Так, спасибо всем, до встречи в новых видео, пока.